Добрый день, дорогие пекари! Решила записать вам это короткое видео о том, какой мукой кормить пшеничную закваску. Периодически, даже уже погрузившись в детали выпечки на заквасках, у нас возникает какой-то вопрос. Казалось бы, банальный, простой, но тем не менее, может быть много нюансов. Итак, какой мукой нужно кормить пшеничную закваску? Ну, очевидно, пшеничной. А какого сорта? Когда я веду курсы, своим курсантам я подробно объясняю, почему и какую муку я использую для кормления закваски. Я кормлю свою закваску пшеничной мукой высшего сорта. Но когда я ее вывожу, сначала вывожу на цельнозерновой пшеничный, а потом перекармливаю на высший сорт. Зачем я это делаю? Это удобно, потому что высший сорт пшеничной муки всегда есть в продаже. Это во-первых. Его легко купить, и он доступен по цене. То есть это такой рациональный мотив абсолютно. Удобно, да? Пошел в магазин, купил. Тем более, что нежелательно менять марку муки. Лучше кормить все время одной и той же маркой муки. И вот вы выбираете та, что у вас стабильно есть в продаже, ею кормите. Но это не исключает того момента, что пшеничную закваску можно кормить и цельнозерновой пшеничной мукой, и первым, и вторым сортом, в принципе, любой пшеничной мукой, которая вам нравится. Пожалуй, за исключением экстра, потому что она совсем очищенная, пустая и не совсем подходит для кормления закваски. Какие же есть нюансы? Цельнозерновая мука более ферментно-активная, она содержит споры диких дрожжей и бактерий, не тех, которые у вас уже есть в закваске, а каких-то новых. И добавляя много цельнозерновой муки, вы тем самым будете стимулировать брожение вашей закваски, она будет быстрее перекисать, быстрее становиться кислой, быстрее будет созревать. И как это может отразиться? С одной стороны будет бурный рост закваски, с другой стороны она будет кисленькая. Прям заметно кисленькая, и эта кислотность потом может перейти в хлеб. Если вас это не беспокоит, пожалуйста, кормите пшеничной мукой цельнозерновой. Что же касается первого и второго сорта, это прекрасные сорта муки, богатые и клетчаткой, и микрофлорой в сравнении с высшим и экстрой. И на первом сорте муки прекрасно растет закваска. К сожалению, только первый сорт муки редко встречается у нас в открытой продаже, в супермаркетах, магазинах у дома. Сложно ее встретить, поэтому, как правило, ее приходится заказывать через интернет. Это не всегда удобно, не всегда есть такая возможность, это дорого и долго. Поэтому я кормлю высшим сортом муки. Но если вам доступна другая мука, если вы хотите какие-то другие свойства придать вашей закваске, на первом и втором сорте, кстати, прекрасно растет закваска. Если вас не смущает кислинка, выбирайте цельнозерновую. Если вы хотите активировать вашу закваску и придать ей больше бодрости, кормите первым или вторым сортом. Это уже на ваш выбор. Поэтому пшеничную закваску можно кормить любой пшеничной мукой на ваш вкус. Кормите, можете разделить вашу закваску на отдельные порции, разложить в отдельные баночки и начать кормить разной мукой. И пробовать печь на них хлеб. И в итоге выбрать ту именно муку, то именно кормление, которое вам более всего по вкусу. Поэтому правильно кормить той мукой, на которой вам вкуснее всего. Ну и на этом все. Пишите свои вопросы и комментарии, подписывайтесь на канал, буду рада всех видеть. Приходите в Телеграм, там мы можем обмениваться фотографиями, видео, своими впечатлениями и мнениями. Присоединяйтесь, пускай домашних пекарей становится больше.